Всем привет! Готовим сладкий, ароматный, очень вкусный пирог или запеканку из лаваша с творогом и курагой к любимому чаю или кофе. Нам понадобится тонкий армянский лаваш, сметана, курага, сахар, 3 яйца, кефир, ванильный сахар и творог. Мы готовим сладкий пирог, поэтому я использую творог с небольшими кусочками кураги, процент жирности 18. Вы можете использовать любой другой творог, любой жирности, в зависимости от ваших вкусовых предпочтений. Если хотите, чтобы выпечка была менее калорийной, естественно, покупайте не слишком жирный творог. Для этого рецепта я использую очень мягкий творог с нежной текстурой. Если вы купили зернистый творог, лучше перебить его блендером вот до такого кремообразного состояния. Отправляю сюда одно яйцо и щепотку соли, чтобы усилить вкус будущей начинки. Еще нам понадобится 500 мл кефира, процент жирности единичка, то есть не слишком жирный, можно взять вообще обезжиренный, потому что творог уже достаточно калорийный. Благодаря кефиру начинка будет невероятно нежная и вкусная. Изначально может показаться, что она слишком жидкая, но это не так. Вы все поймете после выпекания и после остывания, когда пирог в любом случае будет невероятно нежный и вкусный. Мы готовили похожий пирог с похожей начинкой, все ссылки оставлю в описании. Это запеканка с творогом и изюмом. Творог, который я использую, он изначально уже сладкий, но после того, как я добавила кефир и попробовала начинку, мне кажется, что сахара немножко не хватает, поэтому я добавлю сюда пакетик ванильного сахара и обычного по вкусу. Распарить курагу очень легко. Заливаем ее кипятком, накрываем тарелкой и даем постоять минут 10-15. После распаривания воду сливаем, а курагу измельчаем до нужного размера. Я нарежу ее на небольшие кусочки. Начинка получается очень вкусная с курагой. По желанию можете добавить сюда немного молотой корицы. Я купила курагу примерно месяц назад, достала ее из упаковки и хранила в контейнере с крышкой. Естественно, за это время она немного затвердела, поэтому я распариваю ее кипятком. Если курага, которую вы купили, мягкая, свежая, только что с прилавка, вы можете ее не распаривать, сразу использовать для выпечки, потому что она станет намного мягче в процессе выпекания, впитает необходимую влагу внутри творожной выпечки и под воздействием температуры в духовке. Для запеканки или для нашего пирога я использую тонкий армянский бездрожжевой лаваш. В упаковке было 2 вот таких больших листа, поэтому я разрежу их на 2 части, где-то здесь посередине. Перед тем, как выложить на лаваш начинку, беру сметану и отправляю сюда 2 яйца. После этого перемешиваю все венчиком до однородности. Смазываем лист лаваша сметаной. Выкладываем сюда часть начинки и заворачиваем лаваш трубочкой. Проделываю все то же самое с остальными кусочками лаваша. Еще хочу вам показать, как сделать, чтобы начинка не вытекала. Можно вот так вот подвернуть края и продолжать заворачивать лаваш. Я добавляю кефир в творог, в начинку и смазываю листы лаваша сметаной для того, чтобы эта выпечка оставалась мягкой и нежной даже после остывания. Для выпекания я буду использовать круглую силиконовую формочку, слегка ее смазала растительным маслом, это, конечно, не обязательно. Сюда я выкладываю лаваш с начинкой в форме улитки, вот так по кругу. Я знаю, что может показаться странным то, что я использую такую жидкую начинку, но поверьте, до того, как печь пирог с кефиром, то есть начинку, в которую я добавила кефир,
Я испекла его из обычной начинки просто с творогом и яйцом. И этот вариант показался мне суховатым, он мне не понравился. Так получилось намного вкуснее. В завершении заливаю все оставшееся сметаной с яйцом. И перед выпеканием даю будущей выпечке постоять 15-20 минут, чтобы лаваш очень хорошо пропитался сметаной. Он уже пропитался ею изнутри, потому что мы смазывали каждый лист по отдельности. Теперь нужно, чтобы весь пирог хорошо пропитался снаружи. Так он тоже будет намного мягче и вкуснее. Я установила таймер ровно на 15 минут. Смотрите, лаваш уже начал хорошо впитывать в себя сметану, поэтому если есть возможность подождать перед выпеканием от 15 минут до получаса, будет намного лучше и пирог будет намного мягче и вкуснее. Отправляем пирог в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут. У меня духовка электрическая, но так как у всех духовки разные, следите за тем, чтобы выпечка не пригорела. Пирог очень горячий, я только что, вот секунду назад достала его из духовки, посмотрите, какой он красивый. Он еще немного осядет после остывания, после этого я также достану его из формочки, и мы его разрежем, посмотрим, какой он внутри. Признаюсь честно, мне не терпится попробовать этот прекрасный воздушный пирог. Он такой нежный, друзья, и очень-очень мягкий, хорошо пропекся со всех сторон. Сейчас я вам покажу, какой он внутри. Поднимем кусочек, посмотрим. Смотрите, очень сочный. Просто обалденный. Начинка невероятно сочная. За счет этого пирог получается очень мягкий и вкусный. Из простого лаваша, творога и кураги можно испечь вот такой замечательный пирог к чаю. Курага здесь очень кстати придает этому пирогу новые оттенки вкуса. Готовьте эту замечательную выпечку для семейного чаепития или к приходу гостей. Я думаю, вы сможете их удивить. Все очень быстро, просто и доступно. Ставьте лайки, если любите выпечку из лаваша. Жду ваши впечатления в комментариях под видео. Подписывайтесь на канал, нажмите на колокольчик и выберите все уведомления. Увидимся очень скоро с новыми рецептами. Пока-пока!